Привет, друзья! С вами Татьяна. Главный герой сегодняшнего видео – малыш Йода. Я сделала его из пасхального яйца. Как? Смотрите в ролике. Забегая вперед, скажу, что я нарисовала еще одного популярного персонажа из вселенной Звездных войн. А кто он, узнаете в конце ролика. Малыш Йода или Бэби Йода. Милый и очаровательный персонаж, который буквально завоевал интернет. Это один из главных героев «Мандалорца», нового диснеевского сериала по вселенной «Звездные войны». Сейчас на ютубе можно найти немало роликов по созданию этого персонажа. Мастера разных профилей создают свои версии малыша. Вязаные амигуруми, вылепленные из полимерной глины фигурки, торты и многое другое. Вот и я не устояла и решилась попробовать свои силы. С чего же начать? Лепить из глины и вязать игрушки точно не мой профиль. Выпечкой тортов я тоже не сильно увлекаюсь. Так что же делать, если хочешь создать объемную фигурку и при этом использовать можешь только рисовательные навыки? Мое решение – деревянная заготовка. Уже опробованное решение, надо сказать. Идем туда, где продают разные деревянные заготовки. Например, на сайт lifemaster.ru или в интернет-магазин по сезонам. В качестве основы я выбрала маленькое пасхальное яйцо-неваляшку. Его форма и размер вполне подходят для малыша Йоды. Также я купила большую неваляшку под моего второго, секретного персонажа. Приступим к работе. Подготовим деревянные заготовки. Слегка пошлифуем наждачной бумагой. Затем нанесем грунтовку. Я всегда наношу грунтовку под роспись. Благодаря этому краски ложатся ровнее, а цвета получаются более яркими и насыщенными. Ах да, у нас есть небольшая проблема. Малыш Йода – обладатель огромных выразительных ушей, которые будут достаточно сложно нарисовать на подобной заготовке. Поэтому уши я решила слепить. В моем не слишком обширном арсенале материалов нашлась керамическая масса для детского творчества Керапласт от Kohinoor. Такую, я думаю, можно приобрести во многих магазинах. Свою я купила в детском мире. Эта глина, конечно, не профессиональная, поэтому она не очень послушная, и особо тонкие и сложные детали вылепить из нее будет непросто. Однако для наших целей она все-таки подошла. Моя глина немного подсохла, но я смогла ее оживить. Я просто капала на нее водой и некоторое время разминала так, что в итоге она стала более мягкой и податливой. Так как глина все равно не очень эластичная, в процессе лепки появляются трещинки, но с ними также удается справиться. Я сумела их разгладить с помощью влажной кисти. Итак, наши ушки готовы. Глина самозатвердевает на воздухе, то есть не требует запекания. Уши сушились примерно сутки. Получились легкими и прочными. Теперь можно слегка зашкурить неровности наждачной бумагой. Все. Осталось приклеить уши к голове нашего будущего Бэби Йоды. Используем обычный супермомент клей. Крепко прижали, подержали несколько секунд. Готово. Покрываем ушки грунтовкой. На этом подготовительные работы завершены. Теперь пришло время для рисования. Я сделала эскиз малыша Йоды, набросала основные моменты на заготовке и приступила к раскрытию в красках. В работе я использовала темперные краски мастер-класс и немного акрила того же производителя. О малыше до сих пор известно очень мало, что, конечно, создает вокруг него дополнительную интригу. С уверенностью можно сказать только то, что это точно не сам магистр Йода из оригинальной серии фильмов «Звездные войны». Этот факт подтвердили создатели сериала «Мандалорец». Поэтому называть персонажа малышом Йода или Бэби Йода привычно, удобно, но не совсем корректно. На данный момент его правильнее называть просто дитя. Также авторы сериала рассказали, что у него есть собственное имя, однако его раскроют позже. В остальном нам известно немного. Малышу 50 лет, и фанаты уже посчитали, что он родился в один год с Энакином Скайуокером. Он владеет силой, умеет поднимать объекты в воздух, исцелять раны, останавливать и обращать вспять пламя и даже применять удушение.
приемчик в стиле Дарта Вейдера. Естественно, атмосфера загадочности вокруг персонажа заставляет фанатов придумывать множество теорий. Согласно гипотезам, он может быть новым избранным во вселенной Звездных войн, последним из своего вида, ребенком самого магистра Йоды или даже злодеем, который специально использует свое детское очарование, чтобы манипулировать окружающими. Так или иначе, узнать новые сведения мы сможем уже следующей осенью, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец». Будем ждать. Ну вот, за разговорами почти дорисовала малыша. Осталось совсем немного. Получилось неплохо, но недостаточно хорошо. Показалось, что характер передан не слишком удачно, так что я просто решила переделать. Зачистила все лезвием и начала заново. На самом деле ничего страшного в этом нет, не всегда получается совершенно идеально, и это абсолютно нормально. Параллельно работаем над секретным персонажем. А вы уже догадались, кто это у нас такой черный-причерный? Пока что похоже на одного известного персонажа. Вообще, я не ставлю цель добиться фотографического сходства. Я просто стараюсь уловить настроение персонажа и перенести его в свою работу. Если вы хотели бы сделать что-то подобное, но не уверены в своих силах, пробуйте. Держите в уме, что вам не обязательно в точности следовать оригиналу и пытаться нарисовать, как на фотографии. Даже если схожесть будет условной, символической, ваша работа все равно будет иметь высокую ценность, как сделанная вручную и уникальная. И не забывайте, что творческий процесс вдохновляет и приносит удовольствие просто сам по себе. Возвращаемся к малышу Йоде и заканчиваем роспись. Кстати говоря, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Когда доберемся до отметки в 1000 подписчиков, разыграю что-нибудь яркое и интересное. Не теряйте из виду, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Теперь покрываем фигурки лаком. Готово. Наслаждаемся результатом. Итак, малыш Йода и император Палпатин готовы. Обратите внимание на обратную сторону фигурки Палпатина, где я поместила звезду смерти. Оружие, способное уничтожать целые планеты и прямо под полой плаща. Разве не удобно? Если вам понравился мой проект, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И, конечно, не забывайте оставлять комментарии. Спасибо за просмотр. Вдохновения и удачи. И до новой скорой встречи!